Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В прошлом видео рассказывал о том, как слить воду аварийно из стиральной машинки со фронтальной загрузкой. Теперь попробуем разобраться в машинке. Она писала ошибку 5Е. Эта ошибка связана с помпой слива воды. Вода не слилась. Был небольшой щелчок, пощелкивание, но вода не стала выкачиваться. Поэтому необходимо разобраться, что же с ней случилось. После того, как мы слили воду, берем крестообразную и обычную отвертку и приступим к снятию помпы, которая находится внизу. Помпа эта, принцип у нее такой же, как у помпы, которая нагоняет воду в аквариум, воздух. Поэтому там нет ничего сложного, и стоит она недорого. Можно, конечно, вызвать мастера, но можно сделать самому, если у вас есть желание, терпение и умелые руки. Начнем работу. Для начала нужно убедиться, не забилась ли помпа какой-либо палочкой или еще чем-то, крючатка помпы, которая мешает ей крутиться. Для этого подкладываем под них тряпочку. Воду можно слить, здесь возможно осталось небольшое количество воды. И слегка открутив крышку фильтра, окончательно сливаем ее из машинки. Можно, конечно, приподнять, положить какую-то тоненькую тару, но я использую обычную тряпочку, которая впитывает всю воду, и буду выжимать тару. Раз тряпочка нам полностью уже пропиталась, выкручиваем емкость. Накладываем снова. Чем больше тряпка, тем быстрее польете воду. Это быстрее, чем через сливной шланг аварийный. Можно использовать старый поддон холодильника для слива воды, потому что он очень хорошо подходит. Видно, что выпало много мусора при откручивании фильтра. Вот он какой. Какие-то веревочки. Прочий хлам. Есть всевозможные скрепки, веревочки и камушки. Поэтому фильтр надо почистить будет в первую очередь, чтобы убедиться в том, что он будет дальше работать хорошо. Вот здесь находится такая трубочкообразная полость. И это все нужно почистить с помощью щетки зубной и всяких палочек. Можно использовать для зубочистки. Будем чистить. Для того, чтобы снять помпу, необходимо опустить стиральную машину на правую сторону, закрыть дверцу и после этого приступить к снятию нижней крышки. Аккуратно опускаем. И приступим к снятию помпы. Снимаем защитную крышку с помощью крестообразной отвертки помпы. И вот так она выглядит. Открывается нам вид на помпу. Теперь необходимо отсоединить шнуры питания. Помпы, вот они находятся где. Вот один, второй шнур питания. С помощью плоской отвертки, поддев, снимаем провод, запомнил расположение выводов. Здесь серый провод и синий.
Делаем это аккуратно, чтобы не повредить выводы. Вот так. Теперь снимаем шланг, ведущий сливной. Вот он, здесь есть зажим. Разжимаем просто его. И соединяем шланг от помпы. Там куча гадости выпадает, даже такие камни есть. Теперь отсоединяем помпу от улитки. Здесь есть 3 листообразных шурупа. Откручиваем их. Конечно, тяжеловато добраться, но будем пытаться. Теперь вынимаем помпу. Вот так она выглядит. Остатки мусора не остались. Остатки герметика. Теперь необходимо проверить улитку, чтобы в ней не было мусора. Внимательно осматриваем. Вроде бы все чисто. Теперь приступим к проверке этой помпы. В моторе помпы необходимо проверить целостность обмоток и как они работают. Для этого берется обычный мультиметр, любой, устанавливается в режим прозвонки сопротивления. Предварительно проверяем работу и подсоединяем к выводам обмотки. Обмотка исправная. Значит, основная проблема была в отложении порошка, вот таком, которое застряло между крыльчаткой. Почистим, здесь все хорошо. Крыльчатку почистим и будем собирать. Устанавливаем на место помпу. Главное проверить, чтобы кольцо было целое и сидело на своем месте. Хорошо почистили от отложений воды. Теперь она стала мягкой, эластичной. Ставим на свое место ее. Плотно заходит на свое место. Теперь закручиваем 3 снятых шурупа, которые были откручены. Затягиваем по периметру, чтобы оно было равномерно затянуто, без перекосов. Натягиваем
по окружности. После этого необходимо одеть защитный чехол и подсоединить шланг. До упора нажимаем обжимной хомут и заводим на свое место, где он стоял. Вот так. Без перекосов. Вот так он стоит на своем месте. Теперь осталось здесь сюда защитный чехол и подключить провода. И таким образом надевается чехол и подсоединяем провода, не перепутав местоположение. У нас был синий дальше, серый спереди. Вот так. Закрываем сверху чехлом и закручиваем шурупом. Вот таким образом. Вот так. Теперь берем фильтр, хорошенько его помоем, поставим на свое место. Вот фильтр почищен и устанавливаем его в паз. Закручивая до упора. Теперь фиксируем трубку аварийного слива с клапаном. И можно машинку ставить в вертикальное положение. Поднимаем машинку. Подключаем к системе водопровода. Затянул до упора гайку пластмассовую и подключаем систему канализации. И все в прежнее место. Застегнул ее вверху и сдвигаем на место. После этого необходимо включить машинку в сеть и проверить на самом быстром режиме, как она работает. Для этого убираем быструю стирку. И нажимаем кнопку «Старт». Очень важно проверить внизу потом подтекание, чтобы не было никаких протечек. И режим работы, как хорошо она отжимает и как она стирает. Вот включился режим отжима.
помпа работает, качает, уровень воды уменьшается в системе. Значит, все у нас правильно. Конечно, работает она шумно, и это говорит о том, что необходимо будет в ближайшее время ее поменять. Ключатку, помпу. Видать, она уже сильно там разработалась. Но это, в принципе, не самое главное. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать помпу стиральной машины Samsung F0508. Это видео может кому-то пригодиться. В принципе, это делать все своими руками, при наличии желания и терпения. Вы были на канале Деломастера Боится. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!